Древние египтяне были очарованы смертью. Фараоны строили при своей жизни великие гробницы, которые служили им домом в загробной жизни. Простые люди тоже заботились о своей другой жизни. В долине царей сохранились тексты на стенах гробниц фараонов, где описывается, какой будет, по их мнению, загробная жизнь, какое будет путешествие в другой мир. Например, в гробнице фараона Тутанхамона его мумия была заключена в 3 гроба, вложенных друг в друга, чтобы защитить тело для его воскрешения в загробной жизни. В этих гробницах находились священные тексты о загробной жизни. Это также самая большая коллекция древних текстов в мире на протяжении более 2000 лет, что говорит о том, насколько важна была вера в загробную жизнь в Древнем Египте. В Древнем Египте продолжительность жизни была значительно короче. Многие египтяне умирали, не дожив до 40 лет. Даже самые бедные заботились о достойных похоронах в соответствии с традициями, достоинством и уважением. Египтяне видели смерть как переход в загробный мир, который был тщательно подготовлен. Смерть была процессом, пропитанным древними традициями. Загробная жизнь имела огромное значение для египтян. Эта традиция включает представление о путешествии души через загробный мир, испытания и церемонии для достижения вечной жизни. Важной частью учений было представление о различных уровнях и реальностях там, как о продолжении внутренней реальности человека. Для того, чтобы войти в загробный мир, человек должен был должным образом похоронен, в том числе в правильном гробу из кедра, из которого были сделаны саркофаги фараонов. Понимание души древними египтянами отличалось от представления о душе, которое существует в наше время. Концепция души в Древнем Египте. Душа состояла из 2 основных частей – Ба и Ка. Ка представляла собой духовный двойник. Это жизненная сила, содержащая атрибуты, которые образуют личность человека. В некотором смысле она рассматривалась как тень, которая обитает в человеке, пока он жив, и покидает тело после смерти. Ка будет находиться в гробу и может вселяться не только в тело, но и в статуи. Вот почему важно было положить такую статую в гробницу. Кроме того, в случае повреждения тела, Ка оставалась в этой статуе и могла затем воскреснуть в загробной жизни. Этим статуям подносились приношения, чтобы облегчить путь умершего в загробной жизни. Ба представляла другой вид души. После смерти она покидает тело и активируется определенным образом. Эта часть души должна пересечь загробную жизнь и попасть на другую сторону. Возможно, ее можно рассматривать как божественную искру. Полная божественность будет дарована ей после завершения путешествия. При прохождении через подземный мир цель Ба – достичь загробной жизни и воссоединиться с Ка, став Ах, которая понимается как прославленная душа, обычно представленная в виде птицы. Ах может свободно путешествовать между мирами. Ах можно описать как преображенный дух света. С помощью особых заклинаний душа
прославляется и становится Ах. Душа умершего теперь рассматривается как один из богов. Путешествие в загробном мире. О нем рассказывается в 3 древних текстах. Первый текст известен как «Книга 2 путей». На дне внутренней стороны гроба изображалась определенная карта. Книга 2 путей – это первая карта подземного мира в Древнем Египте. Она является предшественником более поздних текстов Нового Царства – Амдуат, Книга Врат и других. Текст книги обращен к умершему, предупреждая и направляя его через опасный подземный мир. Вторая карта подземного мира – Амдуат, что означает «подземный мир». Ее можно рассматривать как одну из версий книги Врат. Это наиболее полное и последовательное описание загробного мира. Книга Врат фактически меняется в зависимости, в гробнице какого фараона она находится. Путешествие начиналось на восточном горизонте, на восходе солнца, и проходило в небе, а не под землей. В тексте описывается огненный круг и стражи врат подземного мира. Книга помогает умершему бороться со злом на этом пути, в надежде достичь одного из 2 мест. Первое между 2 путями – это область Ра, которая лежит на границе неба, окруженная огнем и заключенная во тьме. В этой области находится тело Осириса. Это место называлось «Поля Осириса», куда умерший стремится попасть, чтобы достичь бессмертия. Это было что-то вроде райского места, за исключением того, что вам также приходилось там работать. Но чтобы добраться до этого места, нужно было проделать путешествие в 12 часов в течение ночи. Если фараон был похоронен в гробнице, то его сопровождал бог солнца Ра на его лодке. Он плыл по небесам в течение дня, и когда лодка тонула на западе, он совершал путешествие в 12 часов в подземный мир. На этом пути он сталкивался с различными испытаниями. На стенах гробниц фараонов изображения этого путешествия описывают так, чтобы умерший знал, с чем ему предстоит столкнуться. Умерший должен был пройти через 12 врат, которые охраняются страшными чудовищами. И он должен был знать их имена, чтобы иметь над ними власть и таким образом пройти через эти врата. Книга Врат дает им имена и заклинания, которые надо было умершему сказать, и как пройти через все эти врата. Это было опасное путешествие, и поэтому нужна была помощь богов. В древних текстах описывается прохождение через загробный мир, 1 час по 12 час. 6 час, возможно, был самый важный. Здесь происходил суд Осириса. В книге Врат описывается одна из самых известных сцен загробной жизни египтян – суд Осириса, бога мертвых. Сцена суда в основном узнаваемая по более поздней рукописи – книги мертвых. Это была самая важная часть путешествия для каждого, независимо от его статуса. Осирис сидел на троне с чередой благословенных, оправдывая умерших, ожидающих окончательного суда.
В книге Амдуат шестой час описывается как момент путешествия, в котором Ба наконец воссоединяется со своим телом. Все боги, присутствующие там, являются свидетелями этого события. В 12 и последнем часе остаются только Ра и возрожденный царь. Чтобы пройти все эти препятствия, нужно было сказать слово. После этого врата открывались, его враги были повержены, и боги приходили ему на помощь. В Древнем Египте слово имело магическую силу. Существовало много ритуалов и заклинаний. Когда их произносил нужный человек или божественное существо, то начиналась магия.